В первую очередь, значит, лавина пошла. Так, один, два, там неизвестно сколько там человек. Сразу все смотрят, все смотрят. Потому что кто-то может что-то пропустить. И надо наблюдать до того момента, пока он не исчезнет. Если не исчез, да, то есть до остановки лавины. Смотрят, где последний раз его зафиксировали, вот на склоне. Примерно определить это место, где его последний. Потому что до этого момента искать смысла нет, время терять. Время терять будет. То есть вы определились, с какого момента вы будете, если его нет на поверхности, если нету. Если есть на поверхности, тоже никаких проблем, бипер не нужно. То есть вы подъезжаете и откапываете. Если же он закопанный, вы доезжаете до этого места и все переключают на прием. Все. И лавина сработала, и кто-то попал в лавину. Все остальные находятся в безопасном месте, я надеюсь. Да? Старший. Вот как раз роль старшего очень важна. Ребята, всегда надо в группе иметь более опытного, который имеет опыт хождения, не просто хождения в горах, а именно работы с лавинами, в лавинной обстановке. Вот. Потому что от командира очень много зависит. Это каков? Там будет не видно, когда вы включите. Но если, вот смотрите, я на прием, вот он уже запищал. Понятно, да? То есть пока все у нас на передаче работают, мы ничего этого не слышим. То есть вы вышли из помещения, пошли на гору, у всех вас включено на передачу, у всех. Они разные конструкции, сейчас у всех одинаковые, да? Ага. Вот это у меня аналоговый, вообще одна антенна, это еще в начале подарили. Вот это, по-моему, двухантенный, сейчас есть трехантенные, с которыми ориентироваться намного легче. То есть это... Точнее будет прием? Точнее, совершенно, и направление. Вот у меня здесь, видите, никакой индикации нет. У вас там есть и направление, и расстояние. Стрелки, да. Понимаете? Трехантенный, он дает еще большую точность. Там и электронно, да, по-моему? Это все электронное, да. То есть не на звук, а именно на прием. То есть как радиолокатор работает, тоже первые там появились вот эти бипера. У них была одна частота. Потом через какое-то время их проверяли, там низкочастотных достаточно было. Потом решили эту частоту поменять на более высокую частоту. В которой проходимость сигнала через лучи. И ее зафиксировали. Я не помню, там должно быть где-то написано, кстати, посмотрите. Вот. И этот стандарт стал применяться по всему миру. То есть все производства... 457. Вот, да, 457 килогерц, совершенно верно. Вот. И поэтому в какой бы вы в районе не оказались, вот, мира, да, со своим бипером, спасатели вас будут искать на этой частоте. Так что проблем нет. Вы возвращаетесь домой, вы только там выключаете. То есть когда домой вернусь. Нам хватает, если мы в работе активно не участвовали, практически на весь сезон. Вот. Выдали мне этот бипер, и его хватает. Вот. То есть это можно не заморачиваться. Дальше. Вот когда вы приобретете себе каждый свой индивидуальный, изучите его хорошенько, потому что моделей очень много. В разных биперах чувствительность разная. Есть, которые с расстояния 100 метров уже обнаруживают. Вот. И есть, которые меньше. Вот у меня-то где-то, по-моему, 50 метров. Вот. То есть надо знать характеристику своего бипера. Вот. Если вы уже поймали сигнал, он сначала слабенький, вот, определяете направление, если у вас есть индикация направления. Вот, каким образом? То есть вы начинаете вращать. То есть, ага, пошел сигнал, да? И вот вы начинаете вот в горизонтальной плоскости это проверять, где сигнал направления сильнее. И стрелка там будет видна. Оп, определились, все, двигайтесь уже не чтобы не пропустить. Потому что если вы на лыжах можете быстро подскочить, и сигнал начнет уменьшаться. А обратно подниматься
Время. Понимаете, теряется, да? Поэтому вот начали спуск на небольшой скорости. Все равно это будет нормально. Главное не проскочить. Сигнал стал уменьшаться, значит надо возвращаться назад. Надо возвращаться назад. И причем, вот опять-таки, и постараться отметить максимум сигнала где. То есть, опа, вот крайнюю точку, ага, вот здесь нас начало ослабевать, разворачиваетесь и идете наверх, усиливаться, значит вы правильно идете. Понимаете? И вот это там типа вешку или отметку какую-то сделать, что вот отсюда у меня сигнал начал уменьшаться. Значит, все поиски должны быть выше этого места. Дальше есть еще принцип креста. Вы определили вот так, вдоль лавины, да, плюс-минус. Отойти в сторону, на край лавины, и там. То есть, вот где максимум поймали, да, максимум поймали, вдоль, отошли в сторону, и там это попытаться тоже найти максимум, уже перпендикулярно линии скатывания. Вот, и как раз вот это он покажет уже по поперечной линии, где максимум. Все, вот здесь отметили, и начинаем здесь копать. Там всюду тоже написано, там это щупами, там это современные вот эти бипперы, они настолько точно дают, что даже щупы тут особенно не нужны, вообще-то говоря. Потому что это лишнее время уже получается. Нам-то все важно. Потому что с точностью там, ну, буквально там полметра, метр, вот дают они. Поэтому это не надо время терять, а надо начинать Копать. откопку, да. Вот. Но опять-таки, все зависит, сколько людей. Кто-то, например, это берет, начинает откапывать, да, а кто-то рядышком может зондировать. Совместимо. Я говорю про одного человека, когда особо терять времени не нужно. Вот. Если нас это 3 человек, опять-таки, все это, помните, как бы начинают откапывать снизу. То есть вот здесь максимальный сигнал, скидываем туда вниз. И проверяем, уже держа вот так вдоль склона. Чем ближе подносите, тем сигнал сильнее. То есть и проверяете. Откопали, раз, посмотрели. Сигнал туда увеличивается, уменьшается в разных направлениях. То есть более точно. А кто-то щупает. Но щупами-то ведь надо тоже уметь работать, потому что, сами понимаете, там и в глаз можно попасть и тому подобное. Ну, да. Поэтому старайтесь. Вот, если бипера нет, тогда все, только щупом. Только щупом. А если хороший бипер современный, то не стоит это особенно увлекаться, потому что опять опыта нет, это можно и повредить Опасно, человека. Да. Вот. Потому что раньше биперов не было, поэтому только щупами. Вот. Что дальше еще? Момент. Не 1 человек, а 2, а может быть 3. На современных есть функции переключения. Вы одного зафиксировали, и там переключаешься на поиск следующих. Нового. Да. То есть он уже не видит того, которого нашли, ты его как бы метку, маячок поставил, все. И это начинаешь по этому сигналу искать это следующее. Так, ну давайте опять половина людей вниз. Приготовились? Пошли. Все, включил тогда, на поезд. Мы же не копали ничего. Короче, подходит. Так, и теперь други. Крестом водил, так, крестом. Все. Бывайте, ребята, вы скидывайте снег 30. туда, вниз, подальше. Так, Сюда, значит, сюда. один. Тут 3, 5, 4, 7. Вы поняли? Все правильно. Так, поэтому я говорю, самое главное, да? То есть точность больше, чем даже это, если вы будете щупом. Когда вы разделись на 2 команды, то получится быстрее. Да, вот Да. так растами. Ну, Так ладно. интересно было, как вы Да. делал вот так, потом раз, все И все пошли туда. и все вот так в одну сторону. Нет, а вначале вот снизу
прошли мимо, туда же прошли, правильно? Да, да, да. Вот. Но 5 минут это уже хорошо. Будет? Будет. И так, теперь как работать с щупами, сейчас объясню. Я Да, просто вам да, предлагаю, допустим, закопать еще одну вещь и щупами поискать. человека. Какой план? План где-то посеять тут башмак и закопать рюкзак с сокровищами. Вот этот, его легче прощупать, чем это стопов. Есть, значит, два вида поиска. Экстренно, быстрое, да? Интервалы, когда побольше. Вот. Сам принцип работы, вот, Давай, ты там складывай. щупами. Значит, становится в шеренгу, когда народу достаточно, да? Надо плечо к плечу. Первое, значит, это движение. И первое движение, например, все по команде у правой ноги. У правой ноги. Следующее движение у левой ноги. Протыкать. Вот щупом, давайте, проверяйте. Команда. У тебя есть. Ты правой сам понимаешь, ноге. крест-накрест. Так, правильно. Шаг, вперед, Так. вперед. Два рычага. Вот дай покажу. Вы нащупали, Вот здесь граница. раскапываете. Ну, Ребята, не тратьте время. Так, время. Сейчас 6 полчаса минут где-то. четвертого. Это 25 минут. Где-то 25 минут. 25 минут. Вы чувствуете разницу? У них уже доказана именно низкая эффективность, да, то есть бипер электронное устройство выиграли. Да, Это в откручивается? принципе, вот этот способ, тот старый, да, без биперов, он, это же поиски не живого человека. Просто найти. Это просто найти. Понимаете? Поэтому вам лучше тренироваться на работу с Что бипером. вы собираетесь? Машин только 4 будет. Как с вами. Сейчас мы с вами взятие шурфа. Вот так сюда вот продолжим. Ну, охлаждение, да, останавливает. Ну, наглядно видно слои. Вот это последний снегопад. Это был перерывчик. Это небольшой. Что нам тут интересно? В первую очередь, вот насколько плотно. Вот, видите? Вот потрогайте каждый вот это. То есть это... Так, и секундочку, дайте мою... Вот, смотрите. Софт. Это мягкий. Это один палец. Видите? Это софт, это very soft, очень мягкий, да. Вот, 4 пальца. Дальше это кулак. Кулак. Вот. Опа. Карандаш. Опа. Можно на одном тоже. Опа. То есть кулак заходит, значит очень мягкий. Это первый слой там кулак. Следующий там это нож, например. Так наша-то задача выискивать слабые слои. Щупаем дальше. Видите, не проходит. Вот палец один еще проходит, а это кулак тем более. Так, тут же прихватило. Кстати, То есть это надо по-свежему, да? да, подстывает. Нет, здесь тоже уже он осел. Но вот это и есть глубинная изморозь. Вот видите, вот сыпется. И вот посмотрите каждый. Сейчас уже грани не видно, но видно, что это... Они более округлые Они формы. прозрачные, это именно лед. То есть это не снег. Как горошина, да? Так подрезал. Да? Потом и вот это усилие делаешь. Опа. Видите? И он по слабому слою. Следующий смотрим, тестируем. Опять и надавливаю вот так. Вот, опа. Вот здесь уже, чувствуете? Это уже, да. Я его не весь прорубил это до конца. Вот. А он сработал вот по этому слою. Это вот тестирование вот как раз лопатой. А лыжами как тестируешь? Просто пробиваешь? Вот, как раз, да. То есть, опять-таки, в длину лыж откапываете вот так вот, например, да? Здесь длина лыж, здесь тоже так же.
откапываете в глубину. Вот, выходишь, сначала вот на таком где-то расстоянии, где-то метр от края, то, что сделано. И если ты вышел, и она сработала, это очень опасно. Если ты вышел, ничего не сработало, ты прыгнул, сработал, значит, ну, это есть, это... Вероятность, да. Да, это большая. Вот. Если ты прыгаешь, и ни хрена, переходишь сюда еще на полметра. Вот. Если прыгнул, значит, и она сошла, вот это все, значит, это где-то средняя лавина. Значит, самая большая, если ты прыгнул вот здесь, если сошла, да, вот. Если здесь прыгаешь, ничего не сходит, ну, тогда можно спокойно идти. То есть это примерно то же самое. Ну, то есть сначала надо лопатой откопать. Да, а да, потом не естественно, чтобы вот это было наглядно. И вот здесь прокопать. Понятно. Тоже до земли, да, получается? Да. Но, кстати, вот тоже правильный вопрос. Не всегда надо копать до земли. Это достаточно вот, тем более, например, когда мы катаемся в районе, я до земли, а там бывает и больше 2 метров. Вот, вы поймите, значит, продавить катающимся вот до земли, это практически невозможно. Вот. Поэтому мы, вот когда катаемся, мы проверяем, ну, метр максимум. Метр. Да. Вот, потому что все остальное вы просто не продавите. Тем более, если, например, рыхлый снег, да, кстати, он на эту тему не говорил еще. Рыхлый снег, да? Вот. Он мягкий, она, вот. если вот его глубина полметра, то напряжение передается никуда. Понимаете, вот. Она распределяется, да? Да, не передается. А вот если у нас вот, сейчас вот так я очищу, жесткая доска. А, кстати, Она как крышка кастрюли, да, передает. да, так вот это уже это доска. Она будет работать как твердое тело, и, соответственно, когда я подрежу вот где-то вот здесь, да, трещина это может пойти туда, дальше. Оттуда идет. Ну, блин, я нафигачил тут, а? У вас же есть пластик. Надо убрать красоту. Она становится, это руки здесь, значит, в рот не будет забит. Руки здесь. Не свободно, а вот даже так прижать буквально. Вот. Потому что потом, когда становится, начинаешь расширять. Вот это движением, чтобы здесь у тебя замкнутое пространство это образовалось, для того, чтобы дышать. Чем больше вы пространства сделаете, в мягкой лавине это легко. Вот, ну, в мягком снегу. А если вот такой плотный, это уже намного тяжелее будет. И проницаемость снега, это воздухопроницаемость, это в плотном снегу намного меньше. У вас мало времени остается. Надо экономно дышать, не кричать. Потому что кричать, вы знаете, звук снизу не проходит. Человек, который находится в снегу заваленным, он слышит прекрасно сверху. А сверху не слышно ничего. Вот. Поэтому ждать помощи, вот, как, если есть возможность, кстати говоря, так, пробить руку наверх. Но вопрос в чем? Сориентироваться. Где вверх, где низ. Где вверх, где низ, да. Потому что там по-разному может быть. Вот как слюну пускает, как говорят. Это, Дунуть, да, посмотреть. слюну пускает. Это, вот потекла она сюда, значит, это там низ. Вот потекла к носу, значит, ты головой вниз лежишь. То есть сориентировался и попытаться руку высунуть наружу, ближе. Вот. Если же ты вниз головой, то ты уже ничего не сможешь сделать. Там, да, там.